Не, теплый воздух идет. Все. Вода буйно закипела, аж выпрыгивает. Так. Однако же утро. И уже похоже, да, день. Это я выдрыхся. Поспал так поспал. Посмотрим, что там на улице. Вот, и там солнце явно давно уже высоко. Красота. Даже не стал утром подсыпать печку. Наверное, там и угли потухли. Спится тепло. Не захотелось вылазить. Что там? Дверка холодная. Но здесь теплая печка. Наверное, градусов 30 такая. Картофельного пюре еще много осталось. Поставлю. Пускай тепленькая будет. Мне тут более тепло. Здесь более тепло. Все. Немножко погуляю. Можно будет перекусить. Солнечный день опять. Там мне с погодой везет уже. Ну вот при свете дня можно посмотреть, как я вчера в потемках заделал. Последствия пожара на крыше. Вполне неплохо, аккуратно выглядит. Кстати, уже бревно это почти высохло. А то сюда капало прям. Ну и там вон оттуда заделка. Там уже, если где-то что-то и накапает, уже пофигу, в принципе. Дело в том, что туда, чтобы лезть, это надо все трава выгребать. И буквально по-пластунски лезть. Поэтому лучше дождаться уже схода снега. И уже потом заниматься такими странными поползновениями. Вот. Потому что пока там еще снег лежит, там сейчас грязно, сыро. Пускай оно хотя бы стает. То, что я забивал изнутри. Щели еще вон там можно заткнуть. Ну и там, где выгорело, я немножко палками заткнул на ночь. Но еще явно вон там он есть. Вон там что-то светится. Ну, конечно, герметизировать полностью нельзя дом. Потому что надо, чтобы и для дыхания кислорода хватало, и для горения. Здесь вот, кстати, видно, снег растаял явно. Там светится что-то. В мхе щелка. С другой стороны, вот здесь тоже, и вон там светится. Во многих местах светится потихоньку. Мох сползает, где-то что-то оголяется. Но между тем, изба довольно теплая получилась, не протекает у Танюхи. Кто еще не знает или забыл, напоминаю. Эту зеленую хижину полностью самостоятельно построила в одиночку смелая женщина, Татьяна Гордеева. Ссылка на ее канал есть в описании этого видео. И если вы еще не видели у Татьяны на канале, можете посмотреть весь процесс строительства этой хижины с самого начала. Как она копала и выравнивала площадку под хижину в весьма каменистой почве горного леса. Как она тягала тяжеленные бревна и как делала из этих тяжеленных бревен прочный каркас для хижины. И как она носила в рюкзаке тяжеленные камни для строительства каменной печки внутри хижины. Что за вес такой? Ой, кладу. Ух. И как выкладывала из этих камней печку. А также можете увидеть, как Татьяна много дней жила в горном лесу, пока занималась строительством хижины. Все суперски, вообще Танюха молодец. Не, ну я реально, я вот сюда, вот этот на дверной косяк, бревно вот этот тащил когда. Я задолбался.
Я просто поражаюсь, как она вот это вот наверх запихнула сама. Вот эти бревна поставила, вот это. Я просто представляю их массу. Это, ну, реально усилия нужны. Максимальные какие-то там вообще. Даже для меня. Ой. А, солнышко. Так. Ой. Ну, спалось действительно тепло, я до майки расстегнулся. Благо ветра не было. И вообще по ощущениям, мне кажется, возможно, мороза даже нету. Ну-ка, сейчас в тенечке снег лепится. Да, лепится, то есть он оттаявший. Даже в тени. Ну, на солнце-то, конечно, он так лепится и так. Да, тут вообще прям такой мокрый снег. И видно, что просел. Больше видно всяких листиков. Возможно, все-таки оттепель начинается. Я слышал, с утра сильно поверху дуло. Возможно, ветер поменялся. Тепла принесет. Хотелось бы уже. А то я бы такой, что побродил бы. С такими снежными завалами и льдом на ручье это весьма проблематично. То буду надеяться, что сегодня к вечеру снега явно станет меньше. Ну и печку, наверное, пока топить не буду. В принципе, не настолько холодно там. В принципе, внутри и так тепло. Если снаружи мороза нету, то там можно и так те же самые 6 градусов сделать. Просто я своим теплом нагрею. Опять же, готовить буду газом. Даже дверь не хочется закрывать сюда. Хотя, не, пока что здесь теплее, конечно, по ощущениям. Так что дверь закрою все-таки. Что там? Пюрешка моя греется. Так, все, пауэрбанк поставил на зарядку. Вчера в ноль его высадил. Вот уже сразу 2% нагнало. Причем солнце прямо не светит сейчас. Хватает даже в тени заряда, в принципе. Деревья все-таки веток полно. Стволы. Интересно, поток из трубы теплый идет или нет? Или уже там все окончательно потухло? Не, теплый воздух идет. Явно что-то тлеет, скорее всего, еще. Ну так, не сильно, но прямо ощутимо. Ощутимо. Да, труба теплая. Задрать тент, ночной конденсат подсушить на палатке моей кроватной. Кроватный полог палатка. Его, кстати, не так и много. Видно, вот капельки слегка. Чуть-чуть есть, в принципе, сухой. Там уже перепад когда небольшой. И конденсата меньше, соответственно. Ну, это все сухое. Так, водички попить. У меня в мелких бутылках что-то есть. Отдельно воду не фильтрую, сразу пью прямо так на бутылке, накручиваю. А то лень не отдельно фильтровать. Для еды по-любому вода до кипения доводится. Ну а для питья незачем отдельную емкость еще искать. Специально фильтр в кармане держу, потому что если замораживается, не идет вода совсем. Да и опять же, по идее, может эту фильтровальную мембрану всю эту разрушить кристаллами льда. Да, ветерок подул, видно, как
дверь сюда так хоба. Но если все время так будет сюда дуть, надо будет какие-то зацепы сделать. Вполне такая нормальная пропускная способность. Где-то 300 миллилитров в минуту. Но это если не давить. А если давить на бутылку, поток больше. А можно не давить, просто ртом всасывать. То же самое примерно. Ой, напился. Напился я. Буду бутылки мелкой воды наливать. На большую бутылку фильтра не накрутишь, понимаешь ли. Так, остатки воды с него вытрясти. Воздух практически не проходит через эту штуку. Вот, дую. Слегка остатки воды выталкивает, а так, чтобы воздух проходил. И я не ощущаю. Явно там очень мелкие ячейки. Не, так не продуешь. Проще вытрясти самой водой. Все вроде. Чтобы лужи в кармане не было. Ношу на всякий случай с собой все время. Ну и заодно и теплое остается. То мало ли куда-то пойду, пить захочу. Можно прямо из ручья напиться. Кстати, сегодня 28 февраля. Последний день зимы, ребята. И вот оно сразу и потеплело. Явно весна наступает на пятки этому снегу. 5-й день я живу в Танюхином зеленом домике. Но я постоянно называю его, признаться, избой. Автоматически, потому что, ну, изба, она и есть изба. Какой яркий день сегодня, солнечный. Просто потрясающе яркий. Что там на погрубанке? Нормально так. 14% уже нагнал. Хорошо. Это хорошо. Упала что-то бумага. Да, пока печку совсем не хочется топить. Но оно так слегка зябковато, но я сижу все расстегнутое до футболки. Без шапки, без перчаток. Возможно, чисто буду протапливать, чтобы вот эта штука теплая была периодически, но не все время. Конечно, когда мороз минус 12 был, ну да, лучше эту штуку не гасить, потому что там что-то попилил даже. Опять же, перчатки мокрые, начинают руки мерзнуть. У меня еще рукавицы сгорели. Основные мои. Ну, поэтому надо что-то такое, возле чего можно погреться, подсушиться. Так, что тут с пюрешкой? Да, уже такая, градусов 25, думаю, хватит мне, поем. Так, а может мне ее водой слегка разбавить? Будет супчик. В общем, я подумал, и мы решили. Правда, разбавлю. Часть воды в картошку вылью, а часть сделаю напиток себе горяченький с утра. Будет у меня и суп, можно сказать, новая еда. Вот. И напиток. Все. Греется вода. Баллон, когда работает, охлаждается. При такой температуре плохо начинает гореть. Руками подогреваю, сразу прям усиливается. О! Хватило до кипения довести. Все, бурно. Выключаем это дело. Опс. Так. Часть воды у нас пойдет в картошку.
Остальное сюда, в кружку. Оба, как раз. Все. Нормально. Сейчас все размешаем. И можно будет пить. Заодно и картошка сразу прям таки горяченькая будет. А то я вчера все-таки явно немножко густоватую сделал даже. Поэтому еще хочется разбавить тоже. Конечно, суп там вряд ли все равно выйдет. Так, что тут? Картофан. Сильно жидкий получится, интересно. Вот я такой, что уже и супчика бы сделать. Просто супа жидкого. А то у меня все какое-то густое да концентрированное. Вон видно. Это после размешивания. Так я его разбавил, получается, раза в 2. Явно у этого пюре картофельного очень хорошая способность к набуханию. Так что, можно сказать, получился полусуп-пюре, полупюре. Слегка подсолил, чтобы компенсировать разбавление. Нормальный супчик получился. Ай, классно. Это то, что я и хотел. Чтобы не слишком густое было. Беспорядок, непорядок. Классно. Сразу так быстро с утра раз. И горячая еда. Видно, как ветром слегка шевелит ткань. Да, надо бы потом, конечно, дверь нормальную сделать. Затоплю все-таки печку. Начал с голыми руками мерзнуть. Поэтому там, наверное, вообще ничего не светится сейчас уже. Ну да, так вообще ничего не видно, да? Да, полностью остыло, конечно же. Но печка набрала тепла до сих пор. Теплая, можно руки греть спокойно. Все-таки протоплю, чтобы вот она такая и была. Что там, неужели вообще ничего не светится? Ну да, так не светится. Это... О! Так что я был неправ. Дровянячка одна осталась, вот такая вот. Ладно, сейчас сделаем костерчик. Все будет хорошо и тепло скоро. Все, дровишки горят. Отличненько. Скоро будет тут печка теплее. Опять наберет тепло. Однако ветер тягу явно усиливает даже сильнее. Мне не надо, чтобы быстро прогорело. Сделаю такую задвижечку. Оставшихся щелей вполне хватает, чтобы оно нормально горело все равно. Но не максимально. Максимально мне не надо. Максимально не хочу. Это вот мои перчатки и рукавицы висели на бревне вместе с Танюхиными 2 парами рабочих перчаток. Поплавились и эти, и эти. Ну, практически до полного неиспользования. Что это? Да уже пальца не вставишь, оно скрючилось, сжалось. Вот так вот. Ну, это вообще, видать, ближе всего туда были, к зоне горения. Так что печки даже не касались. Это ж вот они вот тут висели. Оттуда гореть начали. И перчатки загорелись, и крыша гореть начала. Вот эта вот стойка провалилась. Ну, вот видно, она шатается. Заменить можно будет в теплое время года. Здесь вот снег
который я забил, он вытаивает и дырки получаются. Надо хотя бы сейчас временно позатыкать это дело. Ночью этих дырок еще не было, потому что снег был. За ночь растаяли. Вон, вся стена шевелится. Ну, видно все. Вот это горело, вот это. Тут как бы много что горело. Вот так более-менее позатыкал. Кстати, вот тут стояла бутылка пластиковая, вот эта. Ну, вон, видно, бревно обугленное. Как раз вот тут и бутылка вот эта плавится начала. Размягчал ПЭТ, полиэтилен, терефталат. Сосулечки. Ну что, так, в целом щели я закрою сейчас. Основные. И следующую ночь тоже нормально. Но одно бревенце сгорело полностью. Я вот тут вместо него плашку вставил. Нашел тут в запасах вот Анюхи. А это вот одно вообще обуглилось. Такие дела. Сейчас оно в качестве загородки такой утеплителя будет. Тут еще одно стоит. Но вроде оно длинноватое. Разве что вот так облокотить, чтобы те не вывалились. Ну, кстати, тоже гореть начала. Концом сюда облокачивалась. Сюда огонь тоже вышел. Ну да, это реально должно было долго гореть. Это долго я спал, прежде чем вылез из палатки. Опасная штука, конечно, опасная, да. Вот это очень опасно. Подклеил скотчем окно здесь. Оказывается, оно не цельное. Здесь вот край, где вот он край идет, и вот тут край. Но тут некрасиво совсем будет в середине окна. Там маленькое окно, ладно, там в середине заклеил. Там разрез вообще большой был. А вот тут щель. А я все думаю, что мне как бы возле ног тут и холодно, и холодно. Думал, что из-за одинарного окна, прежде всего так. А это тут просто щель была вот так по всей длине, а я ее не видел. Все, заклеил как бы. Здесь теперь дуть не будет. Ну и попытался пену, которая случайно попала, оттереть. И тут, оказывается, и вот здесь зазор тоже, да. Ладно, тут уже клеить не буду, тут уже лучше прозрачно. Тут, в принципе, зазор небольшой. И он сюда направлен. Это только сейчас уже увидел, что вот так вот здесь. Ладно. Так, сделал немножко щели здесь. Где-то я видел еще что-то светится. Тут что ли? Не пойму. Изнутри видно, а снаружи придешь, непонятно где. Не тут что ли? Да, он вот этот снег еще когда растает весь, наверное, больше щелей тут будет. Тут же практически выгорело все. Дятел завелся. Где-то там стучит, но я его не вижу. В какой-то момент видел, что прыгает. Где-то там, на верхушках, стучит. Меня не боится. Привык, похож. Вот он сидит. Долбит. Активный какой. Вот у него клювик.
Голова молоток. Пришлось палочку с той стороны воткнуть, потому что отсюда прихожу и не пойму, где она светится. Так что палочку воткнул, и теперь можно это дело заткнуть наконец-то. Это самая большая дырка здесь, которая пока оставалась на сегодня на вечер. Так, это вот здесь еще светится. Что у нас такое? Это глина, просто кусок отвалился. Понятно, здесь щель, поэтому светится. Так, ну вот это можно разделить. Экономлю, потому что мало сейчас такого найти можно тут, чем заткнуть. Я пока не сообразил. Скорее всего, конечно, психическая инерция мешает увидеть. Но вот не вижу. Если кому не мешает, скажите. Вижу, местами сухие листья валяются одиночные. Но это долго собирать. Из-под снега доставать тоже не вариант. Сейчас. Так. Здесь такое. Да, тут, сюда вот этот кусок можно пустить. Тут как-то мало закрыто. Ну и все, наверное, пока. Можно что-то маленькое еще ставить. А так, в принципе, этот край достаточно неплохо закрыт. Пену еще можно, конечно, срезать, которая лишняя повылазила, и ею остальное заткнуть. Но сейчас уже все, солнце село. Это я уже сейчас не рискну. Тут надо аккуратно, а то я могу поперерезать вот эти завязки. Ну именно то, чем Танюха этот домик связала буквально. Как макраме. Так. Так что пену уже все-таки оставлю на завтра, наверное. Сегодня у меня некоторый шок такой был после пожара еще вчерашнего. Ну так, конечно, эта пена очень хорошо, которая явно вот торчит. Явно можно ее отломал. И вот так засунул. О, это вот отломал. Дырочку засунул. Ну вот так. А завтра можно будет пройтись аккуратненько с ножиком, посрезать и щели какие найду остатками пены затыкать. Да, я удивлен. В принципе, эта пена сработала довольно хорошо на морозе даже. Потому что здесь-то с этой стороны, ну, я понимаю, внутрь там зашло и довольно хорошо расширилось. Нет, так она вот тут на улице нормально вспенилась. Ну, может, 65 литров, как заявлено, не получилось, конечно. Как в тепле было бы в идеальных условиях. Но все равно получилось неплохо, конечно. Довольно много. Пена, так сказать, сработала на ура. Всесезонная, которая до минус 10 мороза может выдерживать при эксплуатации. Ну, в смысле, при заполнении. Вот тут дырка какая-то. Нет, тут боюсь, поврежу. Там чем-то другим надо заткнуть потом. Снег весь не стопило. Но между тем он там на склоне. Прям явно так уже видно проплешины. Здесь на хижине в сочетании с отоплением тоже так довольно не слабо проступил мох уже. То есть явно дело пошло на потепление. День был явно теплее, снега не было уже. Ну и так снег вообще просел. Сейчас вот он опять замораживаться начал. Но уже явно слой меньше просел. Ну, конечно, там, где солнце не светило, даже с отоплением все равно четко лежит снег. Как лежал, так и есть. В общем, это пока что только на солнечной стороне. Счастье такое.
Солнечная панель уже вряд ли что-то дает, надо отключать там все. Ну, а между тем, пока еще видно, мне надо дров заготовить. Крупных именно надо. Мелочевки много еще. Что, вот эту часть, наверное, думаю, если покрошу, даже вот этих двух, наверное, хватит их и на ночь мне. Сейчас, думаю, вот здесь отпилить, попробовать, а вот это вот просто пополомать, а вот эту штуку. Тут, в принципе, оно не слишком такое свежее дерево. Довольно хорошо должно ломаться. Сейчас вот здесь надпилю, попробую потянуть. Мне кажется, может пойти уже. Ой, пошло. Все как и ожидалось. И даже кусок сразу отломался. По длине идеально вообще. Вот это разломать сразу. Так не идет. Так не идет. Пробуем вот так. Ничего, надпилим, сломаем. Попробовать побить его. О, часть эффекта есть, чтобы здесь сломалось. Не, пока что нет. Не хотит. Ну-ка. Ой. Все пошло. Вот это понадпиливал в разных местах. Надо попробовать его разломать теперь. Так. Тяжелая зараза. Ну-ка. О, кусок отвалился. Так. Еще кусок отвалился. Еще кусок отвалился. Он почти как по плану. О! Все, несу в дом. Ну что, ходки за 3 принес. Дровишки. Все, можно закидывать их внутрь, поесть и заваливаться, отдыхать уже. Между тем не хочется пока залезать в домик. Хочется посидеть с закатным небом, полюбоваться. Солнца уже нету давно, а небо все еще красочное. Да, сумерки уже, но между тем небо красивое. Наверное, такое только зимой бывает. Последний зимний вечер. Завтра уже весенний вечер будет. Да, вот это февраль. Тут наморозил, насыпал снега. Удивительно. Для меня прям вообще неожиданность. Я не устаю это повторять. Потому что, ну, я видел тут и -7, в принципе, было такое, да. -5. Но без снега. Танюха разок снег застала, но без сильного мороза. А тут и мороз сильный, и снега не просто там 1-2 сантиметра насыпало, а конкретно идешь. Я каждый день вечером сверху сапогов снег выгребаю. Достаю, вышкребаю остатки, чтобы сапоги сухие к утру были. Да, организм знает, чего хочет. Казалось бы, я почти полдня проспал. Ну, правда, там и до середины ночи стенкой занимался. А тут шанс есть пораньше завалиться, действительно пораньше.
сижу вот, и ощущение, что вот так вот, ну как сказать, небо, леса, закат меня охватывает вот так полукольцом. Это вот так с моего ракурса. Ну и полукольцо вот такое получается и туда, и сюда. Кайф. Ох, я тут одной рукой еле поднял. Офигеть, дровинашка. Это тоже не детская. Да что ж оно такое тяжелое все. Что-то я слаб, что ли. Мало каши ел. Вроде ел. Сделаю суп с сыром пармезаном. Там лапша быстрого приготовления, картофельное пюре, ну, будет сыр. Ну, масло, конечно, добавил, соль, сыр твердый. Такой, что фиг порежешь, блин, спокойно. Ну, хватит или еще? Ладно, еще можно. Тоже дней 5 тут еще половину сыра не съел даже. В плане где-то дней на 10 поход. Ну, изначально. Можно больше, можно меньше. По ощущениям. Без жестких ограничений. Ой. Думаю, мало не покажется. Кусочек сыра так есть. Так. Пс. Так, это сюда крючок, это сюда крючок. Все, висит. О, нормально, все крепко стоит. Все. Наливаем вода. Оба. Так. Больше лучше. Больше лучше. С таким расчетом, чтобы супа на завтра осталось. Ну, она какао отдельно накипячу. Так. Судя по звукам, жидкий идет, что ли. Все нормально. Угу. Все нормально. Так. К центру. По центру. Практически сразу бульбушки начинают на дне выделяться. Так вот. Так, все. Вода буйно закипела, аж выпрыгивает. Так. Опа.
залит. Перемешать, чтобы сыр нигде не прилип. То может он такой расплавиться кусочками и залипнуть. Так, все, накрываем. У алюминия высокая очень теплопроводность, казалось бы, в одну точку газ идет, а пузыри по всему дну везде есть. И, кстати, вдоль стенок тоже мелкие пузырьки видно. То есть там, где греется, сбоку выходит. В этот раз явно теплее, минус 4 и 8 мороза всего. Так что весна, однако, почти. Правда, с ветерком, небо звездное. Наверное, сейчас настроюсь, покажу, как это выглядит. Но, да, уже радуюсь тому, что все-таки зима явно заканчивается. Как минимум здесь. Почти весна. Че, уже можно поесть, похоже. Все, в этот раз супчик более такой, именно жидкий, именно суп. Он может течь. Ну да, порция такая, я за раз при всем желании не съем. Считай, 600 мл воды влил сюда. Фу. Плюс содержимое, так сказать. Хорош получился. Классно. Давно хотелось такого жидкого уже. А то прям какой-то сухпайок да сухпайок. Ладно, всем приятного аппетита. Ну и спокойной ночи. Я поем и завалюсь. День был, не сказать, чтоб слишком насыщенный. Но я ж тут не на работе, я на отдыхе. Ну вот я в палатку залез, минут 10 прошло, тут уже 20 градусов. Я не залазил в спальник, ничем не накрывался. Вот просто одежда, расстегнулся до футболки. Все, теплом тела сразу этот маленький объем нагрело. Вот выхода маленькой палатки. Снаружи получается сейчас 7-8 градусов в избе, а внутри 20 ровно. Причем лежу, балдею. Футболка расстегнутая, без шапки, без перчаток. Я, конечно, оделся, думал, тут холодно будет, одел
Эти самые унты на ноги. Ну, пока в спальник лезть неохота, и так хорошо, комфортно. В общем, на улице -5 примерно, в избе примерно 7-8 градусов, здесь в палатке 20 градусов. В спальник не буду залазить, потому что я боюсь, что там больше 30, наверное, уже будет в таких-то условиях. О, слышно, печка разгорелась. Тлела, загорелась сама. Хорошо. 2 больших дровяняки запихнул туда, думаю, хватит на ближайшие 2-3 часа. А там, может, проснусь. Все. Спокойной ночи. Вот пока и все. А продолжение следует. Неожиданно для себя самого, из-за аномальной погоды, я выживал в зеленой хижине почти полмесяца вместо планировавшихся всего 1-2 дней. И приключений оказалось предостаточно. В одну из ночей я даже пережил в зеленой хижине самый настоящий пожар. Да, я не шучу. Впрочем, все закончилось благополучно. Поэтому, если видео показалось вам интересным и хотелось бы увидеть продолжение, подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео.